300 тысяч километров в секунду. Это предел. Это закон, который управляет всей Вселенной. Или так нам говорили. Потому что прямо сейчас в лабораториях по всему миру, обычных университетских лабораториях, названия которых есть в открытых научных журналах, группа физиков пересматривает все, что мы знали о космических путешествиях. Они не приблизились к скорости света. Они не превзошли ее. Они нашли математический способ обойти само ограничение, не нарушая ни одной строчки из уравнений Эйнштейна. Чтобы понять масштаб, представьте себе Альфу Центавру. Это ближайшая к нам звездная система. Она находится на расстоянии 4 световых лет от Земли. При текущих технологиях даже с самыми эффективными ионными двигателями нам понадобилось бы около 70 тысяч лет, чтобы добраться туда. 70 тысяч лет – это больше, чем вся история человеческой цивилизации. От первых глиняных табличек до смартфона в вашем кармане. Но если то, о чем говорят уравнения, правда, мы могли бы оказаться там менее чем за 6 месяцев. 6 месяцев до другой звезды. Это не научная фантастика. Это математика, которую прямо сейчас проверяют в самых передовых исследовательских центрах мира. От Калифорнийского технологического института до Геттингенского университета. Сегодня мы разберем 3 ключевых вопроса, которые окружают эту революционную концепцию. Первый. Почему Эйнштейн мог ошибаться не в выводах, а в ограничениях, и как его собственные уравнения содержат лазейку, которую он сам не заметил? Второй. Что именно происходит с пространством-временем, когда мы пытаемся обмануть космический скоростной лимит, и какие физические эффекты это вызывает? Третий. Какие ресурсы и технологии потребуются, чтобы превратить эту математику в реальный инженерный проект? К концу этого разбора вы узнаете нечто, что изменит ваше понимание реальности, но не через страшилки или заговоры, а через сухие, красивые и неожиданные следствия из уравнений общей теории относительности. Если вас завораживает физика космоса, если вам интересно, какие технологии появятся через 100 или 200 лет, подпишитесь на канал. Начнем. Давайте разберемся с тем, что вы знаете, или думаете, что знаете. В 1905 году молодой клерк патентного бюро в Швейцарии опубликовал работу, которая перевернула физику с ног на голову. Альберт Эйнштейн представил миру специальную теорию относительности. Главный ее постулат был прост и безжалостен. Ничто не может двигаться быстрее света в вакууме. Это не техническое ограничение вроде того, что у вас кончился бензин. Это фундаментальный закон природы, столь же непреложный, как гравитация или то, что вода течет вниз. Эйнштейн объяснил почему. Когда объект ускоряется, его масса увеличивается. Чем ближе он приближается к скорости света, тем тяжелее становится. При достижении скорости света масса объекта стала бы бесконечной. А значит, потребовалась бы бесконечная энергия, чтобы продолжать разгон. Во всей Вселенной не хватит топлива, чтобы разогнать даже один единственный электрон до скорости света. Это математическая стена. Непробиваемая, непреодолимая, абсолютная. Десятилетиями этот закон считался приговором для межзвездных путешествий. Поколения физиков выросли с пониманием того, что мы навсегда заперты в нашей маленькой Солнечной системе. Что даже ближайшие звезды останутся недосягаемыми огоньками, романтичными, манящими, но навсегда далекими. И вот здесь начинается самое интересное, потому что официальная история знает только половину правды. Эйнштейн действительно доказал, что ничто не может двигаться сквозь пространство быстрее света. Но он никогда не говорил, что само пространство не может двигаться быстрее. Это критическое различие. И
именно в этой лазейке прячется один из величайших секретов современной физики, который, впрочем, лежит в открытых журналах и учебниках для аспирантов. Когда мы говорим о скорости света как о пределе, мы говорим о движении внутри пространства-времени. Представьте себе рыбу, плывущую в океане. Рыба может плыть с определенной максимальной скоростью, она не может плыть быстрее, чем позволяют ее мышцы и форма тела. Но что, если сам океан движется? Что, если гигантское течение несет рыбу вместе с водой? Тогда относительно дна океана рыба будет перемещаться гораздо быстрее, чем ее собственная максимальная скорость плавания. Это именно то, о чем говорят современные физики, работающие с метрикой искривленного пространства. Они не пытаются разгонять корабли до скорости света, это невозможно по причинам, которые описал сам Эйнштейн. Вместо этого они ищут способ заставить само пространство двигаться. А когда пространство движется, все, что находится внутри него, движется вместе с ним. Космический корабль, экипаж, приборы. И никакого нарушения закона физики не происходит. Это звучит как магия. Но это чистая математика. И самое поразительное в том, что эта математика работает. В 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре сидел у себя дома и смотрел очередной эпизод научно-фантастического сериала. На экране космический корабль входил в варп-режим и мгновенно исчезал, устремляясь к далеким звездам. Алькубьерре был серьезным ученым. Он знал, что это фантастика. Но вместо того, чтобы просто посмеяться над невозможностью, он задал себе вопрос: а что, если это возможно? Не так, как показывают в сериалах, но каким-то образом, который не противоречит физике. Он начал работать с уравнениями Эйнштейна не со специальной теорией относительности, а с общей. С той самой теорией, которая описывает, как материя и энергия искривляют пространство-время, которое предсказало существование черных дыр и гравитационных волн. И после месяцев расчетов Алькубьерре обнаружил нечто невероятное. Уравнения Эйнштейна допускают существование того, что он назвал пузырем искривления. Представьте себе корабль, окруженный особым полем. Перед кораблем пространство сжимается, за кораблем пространство расширяется. Сам корабль находится внутри плоского участка пространства, в своеобразном пузыре, где все спокойно и стабильно. Но сам пузырь движется, он скользит по ткани пространства-времени, как серфер на волне. И вот ключевой момент. Внутри пузыря корабль фактически неподвижен. Он не ускоряется, его масса не увеличивается, экипаж не чувствует никаких перегрузок. Корабль просто стоит на месте относительно своего маленького кусочка пространства. Но этот кусочек пространства несется сквозь Вселенную со скоростью, во много раз превышающей скорость света. И законы Эйнштейна это позволяют, потому что само пространство не ограничено скоростью света. Оно может расширяться и сжиматься с любой скоростью. Доказательства этого мы видим каждый раз, когда астрономы смотрят на далекие галактики. Вселенная расширяется. Галактики удаляются от нас. И самые далекие из них удаляются быстрее скорости света. Это не значит, что галактики движутся сквозь пространство с такой скоростью. Это значит, что само пространство между нами и этими галактиками расширяется настолько быстро, что суммарно расстояние увеличивается быстрее, чем свет может его преодолеть. Это наблюдаемый факт. Это не теория, это реальность, которую мы измеряем каждый день с помощью телескопов. Если пространство может расширяться быстрее света естественным образом, почему мы не можем заставить его делать это искусственно? Алькубьерре опубликовал свою работу, и физическое сообщество взорвалось дискуссиями. Одни называли его гением, другие безумцем. Но никто не мог опровергнуть его математику. Метрика
Алькубьере, как ее стали называть, оказалась полностью совместима с общей теорией относительности. Эйнштейн, сам того не зная, оставил нам ключ к звездам. Но была проблема. Огромная проблема, которая казалась непреодолимой. Чтобы создать пузырь искривления, требовалось нечто, чего в природе, по нашим представлениям, не существует в промышленных масштабах. Отрицательная энергия или, если быть более точным, экзотическая материя с отрицательной плотностью массы энергии. Обычная материя притягивает другую материю гравитационно. Экзотическая материя должна отталкивать. Обычная материя искривляет пространство в одну сторону. Экзотическая материя должна искривлять его в противоположную. И количество этой экзотической материи, необходимой для создания даже небольшого пузыря по первой модели, было просто астрономическим. Первые расчеты показывали, что потребуется масса-энергия, эквивалентная массе Юпитера, а в некоторых вариантах – массе всей видимой Вселенной. Это звучало безнадежно, но потом пришло время улучшений, потому что наука не стоит на месте. В 2012 году произошло нечто важное. Гарольд Уайт, физик из НАСА, пересмотрел расчеты Алькубьере. Он заметил, что оригинальная модель предполагала пузырь определенной формы – сферической. Но что, если изменить геометрию? Что, если вместо сферы использовать форму, напоминающую пончик или бублик, которая называется Тор? Уайт провел новые расчеты, и результаты потрясли научное сообщество. При оптимальной геометрии количество необходимой экзотической материи падало на много порядков. Не до массы Вселенной, даже не до массы звезды, до массы, эквивалентной всего нескольким сотням килограммов. Это все еще экзотическая материя, которую мы не знаем, как получать в больших количествах. Но это уже не астрономическое безумие. Это инженерная проблема. Сложная, но потенциально решаемая. Уайт не остановился на теории. Он начал эксперименты в лаборатории НАСА под названием EagleWorks. Он создал интерферометр, прибор, способный обнаруживать мельчайшие искривления пространства-времени. Если бы удалось создать даже микроскопическое искривление в лабораторных условиях, это было бы доказательством принципа. Это показало бы, что метрика Алькубьере не просто математическая абстракция, а физическая реальность. Результаты экспериментов были неоднозначными. Некоторые измерения показывали аномалии, но ученые спорили, были ли эти аномалии реальным эффектом искривления или просто шумом в аппаратуре. Работа продолжается до сих пор. И с каждым годом эксперименты становятся все более точными. История на этом не заканчивается, потому что пока Уайт работал над практической стороной варп-привода, другие физики атаковали проблему с совершенно другой стороны. В 2021 году Эрик Ленц, физик из Геттингенского университета в Германии, опубликовал работу, которая перевернула понимание варп-технологии. Он показал, что пузырь искривления можно создать без экзотической материи вообще, без отрицательной энергии, используя только обычную положительную энергию, но организованную определенным образом. Это было похоже на научный подвиг. Десятилетиями экзотическая материя считалась непреодолимым препятствием. И вдруг кто-то показывает, что она вообще не нужна. Как такое возможно? Ленц использовал концепцию, которая называется солитоном. Солитоны – это самоподдерживающиеся волны, которые сохраняют свою форму при движении. Представьте себе волну в канале с водой. Обычная волна со временем рассеивается, теряет энергию, исчезает. Но солитон – это особый тип волны, которая остается стабильной неопределенно долго. Такие волны существуют в природе, их можно создать искусственно в лаборатории, например, в оптических волокнах или на поверхности мелкой воды,
И Ленц показал, что аналогичную структуру можно создать в самом пространстве времени. Его солитон – это не просто математическая конструкция, это рабочая модель, которая использует только известные физические явления. Никакой экзотики, никаких отрицательных масс, только энергия, организованная правильным образом. Правда, количество этой энергии все еще колоссально. Чтобы разогнать корабль размером с шаттл до 10-кратной скорости света, по модели Ленца потребовалась бы энергия, эквивалентная массе нескольких сотен солнц. Это меньше, чем требовала оригинальная модель Алькубьере, но все еще далеко за пределами наших текущих возможностей. Однако в науке часто бывает так. Как только вы показываете, что барьер можно преодолеть без экзотических ингредиентов, инженеры начинают находить способы снизить требования. И действительно, буквально через несколько месяцев после публикации Ленца другая группа ученых выпустила работу, которая снижала энергетические требования еще на несколько порядков. Алексей Бобрик и Гебран Мартире из Нью-Йоркского городского университета показали, что классическая форма пузыря не единственная возможность. Они разработали целый класс новых геометрий, некоторые из которых требовали значительно меньше энергии. Их модели по-прежнему нуждались в огромных мощностях, но траектория улучшений была очевидна. Каждые несколько лет кто-то находил новый способ снизить требования. Каждые несколько лет невозможное становилось немного менее невозможным. И вот мы подходим к тому, что происходит прямо сейчас. К тому, что заставило многих физиков говорить о том, что варп-путешествие переходит из разряда чистой теории в разряд инженерных задач на будущее. В 2024 году группа исследователей под руководством физиков из организации «Прикладная физика», частной научной организации, специализирующейся на передовых исследованиях, опубликовала результаты, которые еще не успели полностью осмыслить даже их коллеги. Они разработали математическую модель того, что назвали пассажирским варп-пузырем. В отличие от всех предыдущих концепций, эта модель учитывала не только движение самого пузыря, но и условия внутри него. Потому что какой смысл в корабле, если экипаж погибнет от чудовищных приливных сил или жесткого излучения на границе пузыря? Их модель решала обе проблемы одновременно. Она создавала стабильное плоское пространство внутри пузыря, где люди могли бы жить и работать в нормальных условиях без перегрузок и с обычным течением времени. И она требовала энергии, которую теоретически можно было бы получить в обозримом будущем. Не завтра, не через 10 лет. Но, возможно, через несколько поколений технического прогресса. Давайте теперь разберемся, что такое пространство-время с точки зрения физики, потому что без этого понимания вся математика варп-пузыря повисает в воздухе. Свет – это электромагнитная волна. Он распространяется через пустоту со скоростью 299 792 км в секунду. Не 300 тысяч, не 299, а именно это число с точностью до метра. Физики обозначают его латинской буквой C. И эта буква считается одной из самых важных во всей Вселенной. Но почему скорость именно такая? Почему не быстрее и не медленнее? Ответ кроется в самой структуре реальности. Пространство-время – это не пустая сцена, на которой происходят события, как в театре. Это физический объект. У него есть свойства. Он может изгибаться, растягиваться, колебаться. И у него есть характеристика, которую физики называют импедансом вакуума. Это сопротивление, которое пустота оказывает распространяющимся волнам. Именно от этого импеданса зависит скорость света. Представьте себе гитарную струну. Скорость, с которой колебания распространяются по струне, зависит от ее натяжения и массы на единицу длины. Измените натяжение – изменится скорость волны. С пространством-временем
все точно так же. Скорость света определяется внутренними свойствами самого пространства. И когда вы искривляете пространство, вы меняете эти свойства локально. Не везде одинаково, а именно в той области, где создано искривление. В искривленной области законы физики остаются теми же, но геометрия меняется. Расстояния становятся другими, и время течет по-другому. Это не абстракция, это экспериментально подтвержденный факт, который мы используем каждый день. Спутники системы глобального позиционирования, те самые, благодаря которым работает навигатор в вашем телефоне, должны учитывать искривление пространства-времени вокруг Земли. Если бы они этого не делали, ошибка в определении координат достигала бы 10 километров в сутки. Гравитация Земли, слабая по космическим меркам, уже достаточно сильна, чтобы заметно влиять на ход времени. Часы на спутниках идут чуть быстрее, чем часы на поверхности, потому что гравитационное поле спутников слабее. Теперь масштабируйте этот эффект. Представьте не слабое гравитационное поле Земли, а искусственно созданное искривление в миллионы раз более интенсивное. Пространство перед кораблем сжимается настолько, что расстояние в световые годы схлопывается до километров. Пространство позади расширяется настолько, что километры растягиваются в световые годы. Корабль посередине остается в плоской области, где ничего странного не происходит. Для внешнего наблюдателя корабль пересекает расстояние до другой звезды за считанные дни. Для экипажа корабля проходит столько же времени. Никакого замедления времени, никакого парадокса близнецов, потому что корабль не движется сквозь пространство, он движется вместе с пространством. Физически внутри пузыря ничего не движется быстро, движется сам контейнер. Но как создать такое искривление? Здесь мы подходим к самой сложной части разговора. Согласно уравнениям Эйнштейна, искривление пространства-времени создается материей и энергией. Чем больше массы или энергии сконцентрировано в определенной области, тем сильнее искривление. Это правило работает для обычной гравитации. Планеты, звезды, черные дыры искривляют пространство вокруг себя. Но чтобы создать варп-пузырь, нужен особый тип искривления. Нужно сжимать пространство в одном направлении и одновременно расширять в другом. Обычная материя так не умеет. Она всегда притягивает, всегда создает искривление одного знака – вогнутую яму в пространстве времени. Для варп-пузыря нужна выпуклость, отталкивание, нужно нечто, что создает искривление противоположного знака. Это и есть та самая экзотическая материя, о которой мы говорили. Но вот что важно понять. Экзотическая материя с отрицательной энергией – это не совсем фантастика. Ее крошечные следы мы наблюдаем в лабораториях каждый день. Эффект Казимира – одно из самых загадочных и при этом строго доказанных явлений квантовой физики, демонстрирует существование отрицательной энергии в определенных условиях. Представьте две идеально плоские металлические пластины, расположенные очень близко друг к другу на расстоянии меньше 0,01 доли миллиметра. В промежутке между ними квантовые флуктуации вакуума ограничены. Там могут существовать только определенные типы виртуальных частиц. Снаружи пластин таких ограничений нет. Результат. Давление снаружи оказывается выше, чем давление изнутри. Пластины притягиваются друг к другу. Это было предсказано теоретически в 1948 году голландским физиком Хендриком Казимиром и подтверждено экспериментально в 1997 году с невероятной точностью. Эффект реален. Отрицательная энергия в микроскопических масштабах существует. Это не выдумка. Проблема в масштабах. Эффект Казимира создает давление порядка 0,01 доли Паскаля. Это ничтожно мало. Для полноценного варп-привода
нужны энергии, эквивалентной массе звезд. Разница между этими величинами примерно 40 порядков. Это как если бы вам нужно было осветить огромный стадион прожекторами, а в вашем распоряжении только один фотон, испущенный светлячком на другом конце галактики. Но физики не теряют надежды, потому что история науки полна примеров, когда казавшиеся непреодолимыми барьеры оказывались иллюзией. В начале 20 века ученые считали, что атомная энергия навсегда останется недоступной. Знаменитый физик Эрнест Резерфорд, открывший атомное ядро, заявил в 1933 году, что разговоры о практическом использовании атомной энергии – это полная чепуха. Через 12 лет взорвалась первая атомная бомба. Через 23 года заработала первая атомная электростанция. История термоядерного синтеза похожа. Десятилетиями ученые пытались воспроизвести в лаборатории процессы, происходящие в ядре Солнца. Снова и снова эксперименты проваливались. Критики говорили, что управляемый термоядерный синтез всегда будет через 20 лет и никогда не наступит. И вот в 2022 году впервые в истории термоядерный реактор произвел больше энергии, чем было затрачено на его запуск. Прорыв произошел. Невозможное стало возможным. Варп-привод вполне может оказаться следующим в этой череде невозможных вещей, которые становятся реальностью. Давайте посмотрим на конкретные цифры, но переведем их в понятные образы. Чтобы разогнать космический корабль массой в 100 тонн до 10-кратной скорости света, согласно последним моделям, потребовалась бы энергия порядка 10 в 33 степени джоулей. Для сравнения, все Солнце за все время своего существования, то есть за 10 миллиардов лет, производит примерно 10 в 43 степени джоулей. Разница в 10 порядков. Нам нужна энергия 10 миллиардов Солнц, горящих 10 миллиардов лет каждая. Это звучит безнадежно. Но вспомните, что я говорил об улучшениях. Оригинальная модель Алькубьерре требовала массу всей видимой Вселенной. Гарольд Уайт снизил это до массы Юпитера. Эрик Ленц показал, что можно обойтись без экзотической материи вообще. Каждое новое поколение моделей снижало требования на десятки порядков. Если эта тенденция продолжится, а нет и никаких физических причин считать, что она не продолжится, через несколько десятилетий мы можем дойти до уровня энергии, который действительно доступен. Представьте себе термоядерный реактор будущего. Не сегодняшние экспериментальные установки, а промышленные станции, способные производить тераватты мощности годами. Представьте орбитальные солнечные электростанции, собирающие энергию Солнца напрямую, без потерь на прохождение через атмосферу. Представьте добычу антиматерии в масштабах, которые сегодня кажутся фантастикой. 100 лет назад фантастикой казался атомный реактор. 50 лет назад – персональный компьютер. 30 лет назад – интернет в кармане. Технологический прогресс ускоряется. То, что казалось невозможным нашим дедам, стало обыденностью для нас. То, что кажется невозможным нам, станет обыденностью для наших внуков. Но энергия не единственная проблема. Есть и другие, не менее серьезные, которые физикам только предстоит решить. Первая проблема – это горизонт событий внутри варп-пузыря. Когда корабль находится внутри пузыря, граница между искаженным пространством впереди и плоским пространством внутри действует как односторонний барьер. Информация из внешнего мира не может проникнуть внутрь пузыря, потому что пространство на границе расширяется быстрее света. Свет снаружи просто не может догнать пузырь. Для экипажа это означает полную слепоту. Они не могут видеть, куда летят. Не могут принимать радиосигналы, не могут отправлять сообщения. Это похоже на падение в черную дыру. Только в случае черной дыры горизонт событий
Это точка невозврата, за которой даже свет не может вырваться наружу. В случае варп-пузыря горизонт окружает корабль со всех сторон. Экипаж буквально заперт внутри собственного кусочка пространства-времени. Как управлять кораблем в таких условиях? Как остановиться в нужной точке? Как избежать столкновения с астероидом или планетой, которых ты не видишь? Некоторые физики предлагают решение. Курс нужно прокладывать заранее, до входа в варп-режим. Все расчеты должны быть завершены до старта. Корабль будет следовать по заранее заданной траектории, как пуля, выпущенная из ружья. Никаких корректировок в пути, никакого маневрирования, только слепой прыжок из точки А в точку Б. Это звучит пугающе. Представьте, что вы садитесь в самолет, который взлетит и приземлится автоматически, без какого-либо контроля пилота в процессе полета. Если что-то пойдет не так, если на пути окажется препятствие, если изменятся условия, ничего нельзя будет сделать. Но может быть это не так страшно, как кажется. Космос огромен и пуст. Расстояния между объектами настолько велики, что даже при самом невезучем маршруте шанс врезаться во что-то на пути между звездами исчезающе мал. Астрономы подсчитали, что вероятность столкновения с астероидом во время межзвездного перелета измеряется триллионными долями процента. Вторая проблема – навигация. Когда вы движетесь в 10 раз быстрее света, обычные методы определения координат не работают. Звезды впереди смещаются в синюю часть спектра так сильно, что становятся невидимыми для глаза. Звезды позади сжимаются в красную точку. Радиосигналы от космических маяков не могут вас догнать. Вы летите в абсолютной тишине и темноте, полагаясь только на внутренние часы и предварительные расчеты. Малейшая ошибка в начальных данных будет накапливаться с каждой секундой полета. Если вы ошиблись в скорости на 1 миллионную долю процента, через год полета вы окажетесь на расстоянии 1000 километров от цели. А если ошиблись в направлении, то промах может составить световые годы. Навигация в варп-пространстве потребует совершенно новых технологий. Возможно, гравитационных датчиков, способных чувствовать массу звезд сквозь границу пузыря. Возможно, квантовых систем связи, работающих на принципах запутанности, которые мы еще не до конца понимаем. Возможно, чего-то совершенно неожиданного, что придет из будущих открытий в физике. Третья проблема – излучение Хокинга на границе пузыря. Стивен Хокинг показал, что границы между областями с разными свойствами пространства-времени генерируют частицы. Это происходит на горизонте событий черных дыр. И то же самое должно происходить на границе варп-пузыря. Расчеты показывают, что при движении со скоростью, значительно превышающей скорость света, передняя стенка пузыря будет генерировать интенсивный поток высокоэнергетических частиц. Когда корабль остановится и пузырь схлопнется, вся эта накопленная энергия высвободится мгновенно в направлении движения. Представьте себе это. Вы прилетаете к далекой звезде. Вы выходите из варп-режима, и в тот же момент планета перед вами получает дозу жесткого излучения, способную уничтожить все живое на ее поверхности. Вы прибыли к месту назначения, но ваш корабль превратился в оружие массового поражения. Некоторые физики считают эту проблему решаемой. Они предлагают схемы выхода из варп-режима, при которых энергия рассеивается постепенно, а не выбрасывается одним чудовищным импульсом. Другие не уверены. Слишком многое мы еще не понимаем. И здесь мы подходим к честному признанию. На сегодняшний день наука не имеет окончательных ответов на большинство вопросов о варп-приводе. Мы знаем, что уравнения допускают такую возможность. Мы знаем, что нет фундаментальных физических запретов. Но между теоретической возможностью и практической реализацией лежит пропасть. Мы не знаем точно, сколько энергии потребуется на самом деле.
Оценки различаются на десятки порядков в зависимости от выбранной модели геометрии пузыря. Мы не знаем, как генерировать нужный тип искривления пространства. Все существующие концепции требуют полей или материалов, которых мы не умеем создавать в необходимых масштабах. Мы не знаем, какие побочные эффекты возникнут при работе реального устройства. Каждая новая научная работа выявляет новые потенциальные проблемы. И самое главное, мы не провели ни одного эксперимента, который бы напрямую подтверждал возможность варп-привода. Все остается на уровне теории, красивой, математически строгой, но не подтвержденной теории. Это не значит, что теория неверна. Общая теория относительности тоже была неподтвержденной теорией 100 лет назад. Потребовались десятилетия, чтобы технологии достигли уровня, необходимого для ее проверки. Гравитационные волны были предсказаны Эйнштейном в 1916 году. Их обнаружили только в 2015, почти 100 лет между теорией и экспериментом. Возможно, с варп-приводом будет так же. Возможно, наши правнуки будут читать о первых экспериментальных подтверждениях и удивляться, почему нам потребовалось так много времени. А возможно, они обнаружат, что вся концепция была ошибкой, что где-то в математике пряталась неучтенная переменная, которая делает варп-путешествия невозможными в принципе. Мы не знаем. И это, пожалуй, самое честное, что можно сказать сегодня. Но отсутствие определенности не останавливает исследователей. Лаборатории по всему миру продолжают работу. Теоретики ищут новые решения уравнений Эйнштейна. Экспериментаторы совершенствуют приборы, способные обнаружить мельчайшие искажения пространства-времени. Инженеры разрабатывают материалы с экстремальными свойствами. Есть еще один класс объектов во Вселенной, который заслуживает самого пристального внимания в контексте варп-физики. Это вращающиеся черные дыры. Вокруг них существует область, которая называется эргосферой. В эргосфере пространство-время ведет себя почти так же, как внутри теоретического варп-пузыря. Когда черная дыра вращается, а большинство черных дыр вращается очень быстро, она увлекает за собой окружающее пространство-время. Это явление называется эффектом Лензе, Тиринга или увлечением инерциальных систем отсчета. Представьте себе ложку, помешивающую густой мед. Мед рядом с ложкой начинает вращаться вместе с ней. Пространство рядом с вращающейся черной дырой ведет себя так же. Оно буквально увлекается за массивным объектом. В эргосфере, области между горизонтом событий и внешней границей влияния черной дыры, это увлечение настолько интенсивно, что оставаться неподвижным физически невозможно. Даже если вы включите двигатели на полную мощность и попытаетесь зависнуть на месте, пространство само будет нести вас в направлении вращения дыры. Вы можете быть неподвижны относительно своего маленького кусочка пространства, но ваш кусочек пространства движется. Звучит знакомо, правда? Именно так работает варп-привод в теории. Корабль неподвижен относительно своего пузыря, но пузырь движется сквозь Вселенную. Разница в том, что эргосфера черной дыры – это естественное явление, побочный эффект экстремальной гравитации. А варп-пузырь – искусственная конструкция, созданная целенаправленно. Но принцип один и тот же. Пространство-время можно заставить двигаться, и все, что находится внутри движущегося пространства-времени, движется вместе с ним. Астрофизики изучают черные дыры с помощью рентгеновских телескопов, радиоинтерферометров и детекторов гравитационных волн. Каждое новое наблюдение добавляет данные о том, как ведет себя экстремально искривленное пространство-время. Эти данные бесценны для разработчиков варп-технологий. Это как если бы природа сама поставила эксперименты, которые мы пока не способны провести в лабораториях. В сентябре 2023 года обсерватория LIGO
зафиксировала сигнал, который озадачил ученых. Гравитационные волны указывали на слияние двух объектов необычной массы между нейтронной звездой и черной дырой в так называемом массовом провале, где объекты теоретически не должны существовать. Но что привлекло внимание физиков, работающих над варп-концепциями? Странная структура сигнала. Часть волнового паттерна отдаленно напоминала модели, предсказанные для искусственного искривления пространства. Никто не утверждает, что это был варп-привод инопланетной цивилизации. Скорее всего, объяснение найдется в рамках обычной астрофизики. Но сам факт, что естественные и искусственные искривления могут выглядеть похоже, важен. Это означает, что когда-нибудь мы сможем использовать гравитационно-волновые обсерватории для обнаружения варп-активности, своей или чужой. Организация сети, занимающаяся поиском внеземного разума, уже включила варп-сигнатуры в список потенциальных признаков технологической цивилизации. Наряду с радиосигналами, лазерными импульсами и следами астроинженерных сооружений вроде сфер Дайсона теперь ищут и гравитационные аномалии, которые могли бы указывать на работающие варп-двигатели. Пока безуспешно. Космос молчит на всех частотах. Но отсутствие результата тоже результат. Либо развитые цивилизации очень редки, либо они не используют варп-технологии в том виде, в котором мы их представляем, либо они используют их так, что мы пока не можем обнаружить. Есть еще один класс объектов, который заслуживает внимания. Кротовые норы, или, если использовать формальный термин, мосты Эйнштейна, Розена. В 1935 году Эйнштейн и его коллега Натан Розен показали, что уравнения общей теории относительности допускают существование туннелей сквозь пространство-время. Два удаленных региона Вселенной могут быть соединены коротким проходом. Вместо того, чтобы лететь миллионы световых лет в обход, можно проскочить напрямик за считанные минуты. Кротовые норы и варп-пузыри – это разные концепции, но они основаны на одних и тех же принципах. Обе используют искривление пространства-времени. Обе позволяют обойти ограничение скорости света, не нарушая его напрямую. Обе требуют экзотических форм материи или энергии. Долгое время считалось, что естественные кротовые норы нестабильны. Любая попытка пройти сквозь них приведет к мгновенному коллапсу. Туннель схлопнется быстрее, чем вы успеете войти. Но в последние годы появились модели стабильных кротовых нор, удерживаемых открытыми квантовыми эффектами или особыми конфигурациями материи. Если эти модели верны, кротовые норы могут существовать где-то во Вселенной естественным образом или могут быть созданы искусственно цивилизацией с достаточно развитыми технологиями. Связь между кротовыми норами и варп-приводом глубже, чем кажется на первый взгляд. Некоторые физики считают, что это две стороны одной медали. Создание стабильного варп-пузыря может быть эквивалентно созданию микроскопической кротовой норы. Технология, способная на одно, вероятно, способна и на другое. А теперь давайте посмотрим на обратную сторону этих возможностей. На то, что происходит, когда энергии такого масштаба выходят из-под контроля. Вселенная – это не тихий сад с мерцающими звездами. Это арена непрекращающегося насилия. Взрывы, столкновения, катаклизмы такого масштаба, что человеческий разум отказывается их воспринимать. И энергии, задействованные в этих событиях, сравнимы с теми, что потребуются для работы варп-привода. Это не совпадение. Это напоминание о том, с какими силами мы предлагаем играть. Начнем с гамма-всплесков. Я упоминал их в начале, но не объяснял, что это такое на самом деле. Гамма-всплеск – это внезапный выброс гамма-излучения самого высокоэнергетического типа электромагнитных волн,
Он длится от нескольких миллисекунд до нескольких минут. За это время источник выбрасывает больше энергии, чем Солнце произведет за все время своего существования. За секунды энергию 10 миллиардов лет солнечной жизни. Эти события регистрируются спутниками практически ежедневно. Большинство из них происходит в далеких галактиках на расстоянии миллиардов световых лет. Это хорошая новость, потому что если бы гамма-всплеск произошел достаточно близко, скажем, в пределах нескольких тысяч световых лет, и если бы он был направлен на Землю, последствия были бы катастрофическими. Гамма-лучи разрушили бы озоновый слой атмосферы. Поверхность планеты оказалась бы под прямым ультрафиолетовым излучением Солнца. Фотосинтез в океанах прекратился бы, убивая фитопланктон, основу морской пищевой цепи. Кислотные дожди отравили бы почву и воду. Массовое вымирание охватило бы всю биосферу. Некоторые палеонтологи связывают ордовикско-силурийское вымирание, которое произошло около 450 миллионов лет назад и было вторым по масштабу в истории Земли, именно с близким гамма-всплеском. Тогда погибло около 85% морских видов. Жизнь на Земле едва не закончилась. Теперь подумайте об этом в контексте варп-привода. Если неконтролируемый выход из варп-режима может генерировать излучение, сравнимое с гамма-всплеском, каждый рейс к звездам становится потенциальной катастрофой. Прибытие корабля к обитаемой планете может стереть ее биосферу раньше, чем экипаж успеет сказать: «Здравствуйте, это не паранойя». Это прямое следствие расчетов, опубликованных в рецензируемых научных журналах. Проблема реальна, и она требует решения прежде, чем мы построим первый варп-корабль. Но гамма-всплески не единственный пример космического насилия. Посмотрите на нейтронные звезды. Нейтронная звезда – это коллапсировавшее ядро массивной звезды, которая взорвалась сверхновой. Вся масса Солнца сжата в шар диаметром около 20 километров. Плотность там такая, что одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит около 5 миллиардов тонн. Гравитация на поверхности в 300 миллиардов раз сильнее земной. При такой плотности пространство-время искривляется настолько сильно, что его можно почти потрогать. Луч света, направленный горизонтально над поверхностью нейтронной звезды, изогнется и вернется к звезде через несколько километров. Время там течет заметно медленнее, чем вдали от звезды. Нейтронные звезды вращаются. Некоторые из них сотни раз в секунду. Представьте объект размером с город, который вращается быстрее лопасти вертолета. При этом вращении создаются чудовищные магнитные поля, в триллионы раз сильнее земного. И эти поля генерируют мощнейшие потоки заряженных частиц. Когда две нейтронные звезды сталкиваются, а это происходит, когда они оказываются в двойной системе и постепенно сближаются из-за потери энергии на гравитационное излучение, высвобождается энергия, сравнимая с энергией сотен сверхновых. Гравитационные волны от таких столкновений мы регистрируем на Земле. 17 августа 2017 года детекторы LIGO и Virgo зафиксировали слияние двух нейтронных звезд на расстоянии 130 миллионов световых лет. Это было первое событие, наблюдавшееся одновременно в гравитационных волнах и в электромагнитном спектре. При столкновении образовались тяжелые элементы – золото, платина, уран. Килоновая, так называется вспышка от подобного события, выбросила в космос материю, содержащую эти элементы. Золотое кольцо на вашем пальце, возможно, было выковано в подобном катаклизме миллиарды лет назад. Но нас сейчас интересует другое – энергетика. Слияние нейтронных звезд высвобождает около 10 в 46 степени джоулей за несколько секунд. Это колоссальная цифра, но она
на много порядков меньше того, что требовалось для варп-прыжка по ранним оценкам. Однако по последним моделям разница сокращается. И где-то там, между слиянием нейтронных звезд и взрывом сверхновой может лежать энергетический порог практического межзвездного путешествия. Сверхновые – следующий уровень космического насилия. Когда массивная звезда исчерпывает термоядерное топливо в своем ядре, ядро коллапсирует за доли секунды. Внешние слои обрушиваются на ядро и отскакивают, порождая ударную волну невообразимой мощности. Звезда взрывается, на краткий миг сияя ярче всей своей галактики. Энергия сверхновой составляет около 10 в 44 степени джоулей в видимом свете и 10 в 46 степени в нейтрино. Это эквивалент нескольких актиллионов мегатонных ядерных бомб. Ударная волна несется сквозь окружающий газ, нагревая его до миллионов градусов. Синтезируются новые элементы. Космическая пыль, из которой потом сформируются планеты и люди, разлетается в пространстве. Ближайшая к нам звезда, кандидат на сверхновую, это Бетельгейзе, красный сверхгигант в созвездии Ориона. Она находится примерно в 650 световых годах от Земли. Когда она взорвется, а это может произойти в любой момент по космическим меркам, то есть в пределах следующих нескольких сотен тысяч лет, вспышка будет видна невооруженным глазом даже днем. К счастью, расстояние достаточно велико, чтобы радиация не причинила Земле серьезного вреда. Но представьте цивилизацию, построившую варп-привод. Цивилизацию, способную манипулировать энергиями такого порядка. Одна ошибка. Один неправильно откалиброванный генератор искривления, и результат может быть сравним со сверхновой, только управляемой. Или неуправляемой в зависимости от того, насколько хорошо конструкторы понимали, что делали. Любая технология, способная перемещать корабль быстрее света, по определению манипулирует энергиями космического масштаба, и любая такая технология может быть использована для разрушения. Концепция варп-бомбы проста до ужаса. Возьмите генератор искривления, настройте его на создание пузыря, который не переносит корабль, а схлопывается в точке назначения. Вся энергия, запасенная в искривлении пространства, высвобождается мгновенно. Результат – взрыв, сравнимый со сверхновой, но направленный и контролируемый. Можно ли уничтожить планету таким способом? Легко. Можно ли уничтожить звезду? Вероятно. Можно ли уничтожить целую звездную систему? При достаточной мощности? Возможно. И защиты от такого оружия не существует в принципе. Варп-снаряд движется быстрее света. Никакая система раннего предупреждения не успеет его обнаружить. Он появится из ниоткуда и превратит цель в плазму, прежде чем кто-либо поймет, что происходит. Некоторые футуристы полагают, что именно это объясняет молчание космоса. Парадокс Ферми – вопрос о том, где все инопланетяне, может иметь мрачный ответ. Цивилизации, достигающие уровня варп-технологий, неизбежно получают способность к самоуничтожению, и большинство из них этой способностью пользуются добровольно или по ошибке. Подумайте об истории человечества. Атомное оружие существует менее века. За это время мы несколько раз подходили к краю пропасти. Карибский кризис. Ложная тревога Станислава Петрова в 1983 году. Инциденты, о которых мы узнаем только из рассекреченных документов. Каждый раз катастрофу предотвращало чудо, везение или решение одного человека. Сколько раз нам еще повезет? Сколько раз повезет цивилизации, у которой есть варп-бомбы? Статистика неумолима. Если вероятность катастрофы в каждое десятилетие составляет хотя бы 1%, за 1000 лет вероятность выживания падает ниже 90%. За 10 тысяч лет – ниже 50%. За 100 тысяч лет – ниже 1%. 100 тысяч лет.
Это мгновение по космическим меркам. Может быть, мы первые. Может быть, мы единственные, кому повезло развиться в редкий промежуток космической истории до того, как варп-войны опустошили этот уголок галактики. Или, может быть, мы следующие в очереди на самоуничтожение. Но есть и другая сторона. Та же технология, что может уничтожить цивилизацию, может ее и спасти. Варп-привод – это путь к звездам. Это возможность расселиться по галактике так, чтобы никакая одиночная катастрофа не могла угрожать виду в целом. Это способ избежать ситуации «все яйца в одной корзине», которой сейчас является Земля. Астероид, способный вызвать массовое вымирание, сегодня угрожает нам. Где-то там, в темноте между планетами, летит камень, который может прервать историю человечества. Мы уже научились находить такие объекты. Мы разрабатываем способы их отклонения, но если мы расселимся на сотни планет в десятках звездных систем, никакой астероид не будет угрозой для вида в целом. Сверхновая может стерилизовать всю окрестность Солнца. Гамма-всплеск может уничтожить жизнь на всех планетах в радиусе сотен световых лет. Но если человечество распространится по всей галактике, даже эти катаклизмы станут локальными трагедиями, а не экзистенциальными угрозами. Варп-привод – это и оружие апокалипсиса, и единственный надежный путь к бессмертию вида. Какой стороной он обернется к нам, зависит от решений, которые мы примем сегодня. От того, как будем развивать технологию. От того, кто получит к ней доступ. От того, какие правила и ограничения установим заранее. Первые атомные физики стояли перед похожим выбором. Они создали бомбу, но они же создали реакторы, которые сегодня обеспечивают электричеством миллионы домов. Атомная энергия убила сотни тысяч в Хиросиме и Нагасаки. Но она же спасла миллионы, предотвратив масштабную войну и обеспечив энергией развитие цивилизации. Варп-технология – следующий тест. Следующий экзамен для человечества. Сдадим мы его или провалим, покажет только время. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Что варп-технология означает лично для вас, для вашей жизни, для вашего понимания своего места во Вселенной. Закройте глаза на мгновение. Представьте, что вы стоите на палубе первого варп-корабля. За иллюминатором не чернота космоса, а странное мерцание на границе пузыря. Вы не чувствуете движения. Приборы показывают, что корабль неподвижен. Но где-то там, снаружи, Вселенная проносится мимо со скоростью в 10 раз быстрее света. Через 3 месяца или через 3 секунды, в зависимости от того, как считать, вы окажетесь у другой звезды. Планета, которую никогда не видел человеческий глаз. Небо с чужим солнцем. Воздух, который никто никогда не вдыхал. Или вакуум, и вам придется остаться в скафандре. Неважно. Вы будете первым человеком у чужой звезды. Что вы почувствуете в этот момент? Триумф, страх, одиночество, наверное, все сразу. И еще что-то. Осознание того, насколько мала Земля, насколько хрупка, насколько случайна ваша жизнь в масштабах этой бесконечной Вселенной. Люди всегда знали, что мир велик. Древние смотрели на звезды и понимали, что там наверху что-то огромное и непостижимое. Но только сейчас, в эпоху телескопов и спутников, мы начинаем осознавать истинный масштаб. Видимая Вселенная содержит около 200 миллиардов галактик. В каждой галактике в среднем около 100 миллиардов звезд. Вокруг большинства звезд вращаются планеты. Только в нашей галактике Млечном Пути может быть до 40 миллиардов землеподобных планет в обитаемых зонах своих звезд. 40 миллиардов потенциальных домов для жизни. Только в одной галактике из 200 миллиардов. Числа такого порядка не укладываются в голове.
Мы эволюционировали, чтобы считать до нескольких десятков. Столько членов было в первобытном племени, столько врагов нужно было отслеживать, столько плодов собрать на пропитание. Миллиарды и триллионы для нашего мозга – это абстракция. Мы можем написать число, но не можем его прочувствовать. И вот почему варп-технология меняет все. Она превращает эти числа из абстракции в возможность. 40 миллиардов планет перестают быть статистикой и становятся реальными местами. Местами, куда можно добраться, куда можно полететь, где можно жить. Но вместе с возможностью приходят вопросы. Тяжелые вопросы, от которых не уйти. Первый и самый очевидный. Одиноки ли мы? Парадокс Ферми не дает покоя ученым уже 7 десятилетий. Если Вселенная так велика, если планет так много, если жизнь возникает относительно легко, где все? Почему мы не слышим радиосигналов от древних цивилизаций? Почему не видим следов космической инженерии? Почему никто не прилетел к нам? Ответов предложено много. Может быть, жизнь редка, может быть, разум еще более редок. Может быть, цивилизации уничтожают себя прежде, чем успевают выйти к звездам. Может быть, они здесь, но прячутся. Может быть, мы слишком примитивны, чтобы их заметить. Варп-технология добавляет к этому списку новый вариант. Возможно, достаточно развитые цивилизации покидают обычное пространство. Возможно, они создают свои собственные карманные вселенные, изолированные пузыри пространства-времени, где могут существовать вечно, не взаимодействуя с внешним миром. Возможно, Вселенная вокруг нас – это детская площадка, которую взрослые давно покинули. Звучит безумно? Не более безумно, чем сам варп-привод. Если можно искривлять пространство для перемещения, можно искривлять его и для изоляции. Физика допускает оба варианта. Или, возможно, ответ еще мрачнее. Возможно, цивилизации, достигающие уровня варп-технологии, неизбежно сталкиваются друг с другом, и эти столкновения заканчиваются взаимным уничтожением. Галактика может быть кладбищем. Миллионы мертвых цивилизаций, оставивших после себя только радиоактивную пыль и странные гравитационные аномалии, которые мы пока не научились распознавать. Мы стоим на пороге. Скоро, через десятилетия, через столетия, может быть, через тысячелетия, мы узнаем ответ. Либо мы встретим кого-то там, в темноте между звездами, либо убедимся, что мы действительно одни. И я не знаю, какой ответ страшнее. Одиночество во Вселенной – это экзистенциальный ужас особого рода. Представьте, вся бесконечность космоса, триллионы триллионов планет. И только на одной из них, крошечной голубой точке, горит свет сознания. Вся ответственность за разум во Вселенной лежит на наших плечах. Если мы исчезнем, исчезнет вообще все, что способно задавать вопросы, чувствовать красоту, любить и страдать. Вселенная вернется к бессмысленному механическому вращению мертвой материи. С другой стороны, существование других разумных существ ставит свои вопросы. Как мы будем с ними сосуществовать? История человечества не дает оснований для оптимизма. Когда встречаются две культуры с разным уровнем развития, результат обычно трагичен для более слабой стороны. Что, если мы окажемся более слабой стороной? Что, если где-то там, у далекой звезды, живут существа, для которых мы – примитивные дикари, не заслуживающие внимания, или хуже того, представляющие угрозу? Варп-привод обостряет эту проблему. Скорость – это время. Если мы сможем добраться до соседних звезд за месяц, а не за тысячелетия, контакт неизбежен. Мы не сможем прятаться в своей маленькой солнечной системе, делая вид, что космос нас не касается. Мы выйдем наружу. И наружу выйдет все, что там есть. Но давайте отвлечемся от инопланетян. Есть вопросы, которые варп-технология поднимает вне зависимости от того, одиноки мы или нет.
Что такое человечество, если оно распространится на тысячи звездных систем? Сейчас мы один вид на одной планете. Мы разделены языками, культурами, политическими системами, но мы связаны общей историей и общей судьбой. Информация может обойти Землю за доли секунды. Самолет перенесет вас в любую точку планеты за сутки. Мы единое, хоть и раздробленное, человечество. Но что произойдет, когда колонии окажутся в световых годах друг от друга? Даже с варп-приводом путешествия будут занимать время. Недели, месяцы. Связь будет ограничена. Радиосигнал до ближайших звезд идет годы. Варп-курьеры могут ускорить доставку сообщений, но не устранят задержку полностью. Колонии начнут жить своей жизнью, развиваться своими путями. Эволюционировать культурно, а со временем, возможно, и биологически. Через 1000 лет человечество может превратиться в сотни отдельных видов или в сотни отдельных цивилизаций, считающих друг друга чужаками, или в галактическую империю, скрепленную железной рукой, или в хаотичную мозаику воюющих фракций. Мы не знаем, никто не знает. Это эксперимент, который будет проведен только один раз, и результат станет известен только нашим далеким потомкам. Есть еще более глубокий вопрос. Философский. Метафизический. Если мы можем манипулировать пространством и временем, что это говорит о природе реальности? Пространство и время – это не декорации, на фоне которых происходит жизнь. Это сама ткань существования. Все, что мы видим, все, что чувствуем, все, что думаем, происходит в пространстве времени и состоит из него. Если мы можем изменять эту ткань, сжимать ее и растягивать по своему желанию, что это делает с нами? Некоторые философы и физики утверждают, что технология, способная создавать варп-пузыри, по сути является технологией создания новых вселенных. Каждый пузырь – отдельный космос со своими собственными законами. Пусть маленький, пусть временный, но настоящий. Пилот варп-корабля в этой интерпретации не просто путешественник. Он демиург, творец миров. Это звучит как религиозное утверждение. Может быть, оно таковым и является. Граница между физикой и метафизикой размывается, когда речь заходит об искривлении пространства-времени. Уравнения Эйнштейна описывают реальность на уровне, который раньше был доступен только богам и философам. Если текущие исследования продолжатся нынешними темпами, первая экспериментальная демонстрация искусственного искривления пространства-времени в лабораторных условиях может произойти в ближайшие 20-30 лет. Это не будет варп-привод в том смысле, который мы обсуждаем. Это будет микроскопическое искривление, обнаружимое только сверхточными приборами. Но это будет доказательство принципа. Следующий этап – масштабирование. Переход от нанометровых эффектов к сантиметрам, метрам, километрам. Это может занять еще 50-100 лет. Или может произойти быстрее, если случится технологический прорыв в области генерации энергии или создания экзотической материи. Первый прототип варп-корабля, не межзвездного, а просто способного создавать пузырь искривления, может появиться к концу этого столетия. Испытания в пределах Солнечной системы, путешествия до Марса за часы вместо месяцев, до Плутона за дни вместо десятилетий. Это само по себе будет революцией, даже без межзвездных полетов. Первый межзвездный рейс возможен в следующем веке или позже. Слишком много неизвестных, чтобы делать точные прогнозы. Но где-то там в будущем это произойдет. Если человечество не уничтожит себя раньше. Если не случится глобальной катастрофы. Если мы продолжим двигаться вперед. И когда это произойдет, все изменится. Экономика, основанная на ресурсах одной планеты, уступит место экономике целой галактики. Триллионы планет с уникальными материалами,
минералами, условиями, редкие элементы перестанут быть редкими. Энергия станет практически неограниченной. Каждая звезда – это гигантский термоядерный реактор, производящий больше энергии, чем потребляет вся современная цивилизация. Политика изменится до неузнаваемости. Национальные государства потеряют смысл, когда одна страна может занимать целую планету, а соседняя страна находиться в другой звездной системе. Возникнут новые формы правления, которые мы даже не можем себе представить. Культура взорвется разнообразием. Изолированные колонии разовьют уникальные языки, искусство, религии, философии. История ускорится и замедлится одновременно. События будут происходить быстрее, но информация о них будет распространяться медленнее. Биология изменится. Адаптация к различным планетам потребует генетических модификаций или создания совершенно новых типов тел. Человек через 1000 лет межзвездной экспансии может быть неотличим от инопланетянина для нас сегодняшних. Или он может слиться с машинами, став чем-то совершенно новым. Или может разделиться на миллионы специализированных форм, каждая из которых приспособлена к своей экологической нише. Это будущее пугает. Оно так далеко от всего, что мы знаем, что почти невозможно представить. Но именно к нему ведет варп-технология. Именно это стоит на кону. А теперь давайте соберем все воедино. Все нити, которые мы протянули через этот рассказ. Мы начали с простого утверждения. Физики нашли математический способ обойти ограничение скорости света, не нарушая законов физики. Это утверждение оказалось правдой, потому что математика работает, физика позволяет, исследования продвигаются. Но это и преувеличение в том смысле, что от теории до практики – пропасть, которую мы только начинаем преодолевать. Мы увидели, как из мечты и уравнений выросла серьезная область физики. Как каждое десятилетие приносит новые улучшения, новые модели, новые надежды. Как энергетические требования падают с астрономических до просто огромных. Как проблемы, казавшиеся непреодолимыми, находят возможные решения. Мы заглянули в бездну космического насилия. Гамма-всплески, нейтронные звезды, сверхновые. Мы увидели, с какими энергиями мы предлагаем играть. И мы поняли, что игры с такими силами могут кончиться как триумфом, так и катастрофой. Мы задали вопросы, на которых у современной науки нет окончательных ответов, одиноки ли мы. Что нас ждет среди звезд? Кем мы станем через 1000 лет? Эти вопросы останутся открытыми еще долго. И вот о чем я хочу, чтобы вы подумали напоследок. Вы живете в уникальный момент истории. Момент между эрами. До вас были тысячи поколений людей, которые смотрели на звезды и мечтали о них. Они слагали мифы о небесных богах. Они строили храмы, ориентированные по звездам. Они называли созвездия и рисовали карты неба. Но они знали, где-то глубоко внутри они знали, что никогда не дотянутся до этих далеких огней. После вас, возможно, будут тысячи поколений людей, для которых звезды станут обыденностью. Они будут жить на планетах у других солнц. Они будут летать между звездными системами так же легко, как мы летаем между континентами. Для них Земля будет легендой, далекой прародиной, которую большинство никогда не увидит. Но вы живете на границе. В щели между невозможным прошлым и невообразимым будущим. Вы – часть поколения, которое может увидеть рождение межзвездной эры, или которое может уничтожить эту возможность навсегда. Это странное чувство. Одновременно возвышающее и пугающее. Гордость за то, как далеко мы зашли. И страх за то, как легко все потерять. Надежда на чудеса, которые ждут впереди. И тревога за цену, которую придется заплатить. Варп-привод – это не просто технология. В определенном смысле
это зеркало. В нем отражается все, чем является человечество. Наше любопытство и наша агрессия, наша способность к сотрудничеству и наша склонность к конфликтам, наша мечта о звездах и наш страх перед неизвестным. То, что мы сделаем с этой технологией, когда она появится, определит, кем мы станем. Останемся ли мы людьми в каком-то осмысленном смысле этого слова? Или превратимся в нечто иное? Лучшее или худшее? Или просто настолько отличное, что сравнение потеряет смысл? Ночное небо над вами выглядит так же, как выглядело над первыми людьми, которые подняли глаза и задались вопросом: что там? Те же звезды, тот же холодный свет из глубин пространства, та же бесконечность, от которой перехватывает дыхание. Но теперь мы знаем то, чего не знали они. Мы знаем, что это не потолок, не граница, не стена. Это дверь. И мы только начинаем учиться ее открывать.